Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Let's Game. Сегодня у нас на обзоре китайский средний прем-танк 8 левела Т-34-3. По сути, советский танк с шильдиками Китая, да. Своровали технологию, так сказать, сделали советско-подобную машину. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами отправляемся в чудесный мир танков, игры Мир танков, сейчас бы сказал бы, вот. Нет, Мир танков, да, играем на СНГ. Вот, и что ж, начнем мы этот обзор, конечно же, с бронирования. Передаем слово Петровичу. Погнали. Итак, господа, коллижен модель нашего Т-34-3. Ну и давайте изучать. Значит, естественно, НЛД, ВЛД. Начнем с корпуса. НЛД 172, 159. Это мы уже вверх зацепили. 170. В целом 170 НЛД. ВЛД 160, вверху 169. Крепко ли это ВЛД? Ну, нас сюда абсолютно все одноклассники восьмерки пробивают без голды, что в НЛД, что в ЛД, поэтому назвать данный корпус, даже верхнюю часть, крепкой не поворачивается язык. Башня у нас сферическая, ну и давайте глядеть. Маска орудия, кругляк вокруг 546, 367, 251, вверху там до 700. Короче, маска крепкая. Вот единственное, под маской орудия внизу есть щель в 200 миллиметров. Самые ослабленные детали башни — это вот эти щеки, вот в этих местах 220, 216. Дальше начинает увеличиться до 300 и больше, до 400 рикошет. Вверх то же самое. То есть, по сути, только вот эти пятаки ослаблены, все остальное защищено. Зато есть лючки у нас 165, 189. Да, они расположены в задней части башни, но они достаточно большие, и на среднем и на близком расстоянии вам сюда выцеливать будут и будут пробивать. Сказать, что они прям супер без брони, нет. Там какие-то там СТшки и ТТшки без голдовых снарядов иногда вас сюда пробивать-то не будут. Борт у нас ровный. Борт у нас 80 миллиметров, и это говорит о том, что танк будет хорошо танковать от борта. Подставляет цилиндр, где вот в левой части рикошет, а вот есть маленькое пятнышко 62, но оно настолько маленькое, туда попасть действительно очень тяжело. Вот такая вот броня. Итак, танкисты броню изучили, давайте глядеть орудие, что нам тут поставили. Пушечка 8 левела, 122 миллиметра, как для СТшки, конечно, огромный калибр. 390 альфаль, как на тяжелом танке, 196 пробития на основном, 250 на голде. Честно говоря, бронепробитие достаточно нищее. Вот, и из-за этого, опять же, у нас, вот из-за такой альфы, у нас пушка заряжается 13,4 секунды на стойке, и это очень долго, как для среднего танка. Время сведения такое, на грани 2,5 секунды. Точность, опять же, как у тяжелого танка. Вот такая вот пушечка. Что касаемо полевой модернизации. Давайте ее прокачивать. Раз. Так. Два. Так. И даже три. Все, прокачали. Во втором блоке. А что же нам нужно? Танк горит, естественно, как и совок, в лоб очень часто. Но все равно я рекомендую здесь прокачать вот эту вот штучку. Да, она нам поможет. Легкосплавные узлы крепления. А в четвертом блоке, поскольку мы средний танк и от разброса при движениях, и то нужно на самом деле в четвертом. Но, честно говоря, в движении-то мы все равно стрелять достаточно много будем. Но я все-таки точность возьму. В пятом блоке антибликовую маскировку фар. Вторым слотом берем разведку. Тем более, что на этом танке обязательно рекомендую ездить с просветленной оптикой. Стандартный комплект для совков, для СТшек, это турбина, это просветленка и это досел. По снарядам у нас бронебойный снаряд летит 800,
достаточно низкая скорость полета снаряда, голда кумулятивная, летит и вовсе 720 метров в секунду, что не очень хорошо. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я пихнул доп. Паёк, чтобы максимально раскачать возможности этой машины. Экипаж, 4 члена экипажа, перки вы увидите перед собой в табличке. Сейчас вы их наблюдаете. Ну и передаем слово Индомита. Итак, спасибо, Петрович, спасибо, все рассказал, красавчик, да. Ну и что можно сказать-то в целом по машине, все, что озвучил Петрович, да. УВНов у нас нету. Ладно, начнем с пушки. Хорошая альфа, действительно хорошая, но немного, конечно, долго пушка заряжается, и в перестрелке с СТшками в упоре мы иногда будем прям проигрывать, нас заклюют. Вот, самая беда этого танка касаемо пушки, это, конечно, отсутствие УВН. Минус 6,5, но это жесть. Для городских карт еще как-то мы найдем места отыгрыша, а на рельефных картах будем люто страдать. Ну что поделаешь-то, да. Разброс, конечно, тоже не самое лучшее. Время сведения, в принципе, комфортно. По пушке, если был бы УВН хотя бы минус 8, прям играбельно было бы очень сильно на этой машине, но, увы, нет. По ХП 1400 стандартный параметр. Мы помним, что у нас в принципе неплохая броня башни. Опять же люки все портят. Вот. В целом норм. Опять же исходя от брони башни. По мобильности 55 вперед, 23 назад, 16 лошадей на тонну нам намекает на то, что эта машина свою максималку будет уверенно набирать. И это действительно танк. Едет вполне себе вменяемо. По незаметности сейчас 26%, а незаметность у экипажа перк вообще не прокачан, у командира вообще его нету, отсутствует. Поэтому где-то 30-32% точно можно рассчитывать. По обзору хорошие 472 метра, да, на просветленке, и рекомендую реально играть на просветленке. В целом СТшка отличается неплохой броней, нормальной подвижностью, интересные пушки с точки зрения альфы, если правильно не отыгрывать. Но, опять же, лично для меня отсутствие УН убивает интерес к этой машине. Ну да ладно, отправляемся в бой, точнее отправляем в бой Петровича. Погнали. Так, господа, попали мы на утес. Т-34-3, китайский средний, прям танк 8 левела. Интересный бой намечается. Куда б нам поехать? А что у них из быстрого? Hellcat, Е25, ЦСК, ELC, Индюшка. Что, попробуем на центр заехать? Бачат с нами, это хорошо. Ух ты, какие там граждане. Все, проехали, бесплатно проехали, это хорошо. Ох, не попали в индюка. Обидненько. Ну, заряжаемся мы крайне долго. Вот, попали. И хартовод какой хищный. Так, БЗшечку обоссали. Здрасте.
А пушка-то не гнется. Артовод вообще охерел просто. Ребята, он нас сейчас заберет. Нет, не заберет. Так, что это ты задумал? Изверг. Вот это больно было. Нет, друг. Ну, нас поцарапали знатно. Ёлка-то не светится. Чё, на балконе-то у них ПТшек просто немыслимо сколько. Не светится, гля. Не попали. Вот такая точность. Мы просто не попали. Угу. Вот, попали. Эх, долго заряжаемся, без нас убьют. Обидно. Скорпион еще. Хорошо. Убьют. Убьют изверги. А, ну и все, ЛТшка, да? Ну ладно. 2700 напукали. Всех победили. Но китайско-советский средний танк без УВН, господа. Да, броня есть в башне. Нормальная средняя подвижность, но прям комфортные машины, не знаю, я Т-34-3 не назову. Да, хорошая альфа, хорошая интересная пушка, но не самая точная на самом-то деле. Вот, ну, обычный, средний, без каких-либо преимуществ танчик. Прям имбой не назову. О, даже первое место заняли по урону, представляете. Мы какие молодцы. Ребята, у кого есть Т-34-3, пишите свои комментарии, что вы думаете по этой машине. Вообще, в целом, как получается на ней играть, либо нет. Вот, я по пятибалльной системе машине поставлю 4 с минусом. Не люблю я средние танки без УВН, не очень. Хотя альфа здесь сочная, 390, даже, ну, глупые будет говорить, что это не так. Подписывайтесь на канал, прожимайте лукасы. Ну а я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Не имба, ребята, нет. Не имба. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.